Меня зовут Морена Мартинес. Я родилась в бедном районе Стрэнджервилля. Моя мамочка была ученым, а папочка военным. Несмотря на непростую жизнь, они старались дать мне все самое лучшее, на что были способны. Они неустанно работали, чтобы я носила хорошую одежду, могла ходить к парикмахеру, а когда в подростковом возрасте у меня появились прыщи, мама без колебаний нашла деньги на косметолога. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, какой ценой им это давалось. Они жертвовали своими собственными желаниями, чтобы я ни в чем не нуждалась. Они не позволяли себе лишнего, но мне давали все. Наш дом был старым и ветхим, в стенах зияли глубокие трещины, потолок давно потемнел от разводов, оставленных дождевой водой, а пол местами предательски скрипел, словно вздыхая от усталости. Но стоило мне переступить порог своей комнаты, как мир преображался. Здесь царили уют и достаток, свежий ремонт, мягкий ковер, куча игрушек, новенький компьютер, большой шкаф полной одежды. В этой комнате я чувствовала себя любимой, понимая, что родители отказывают себе во многом ради меня. И тогда я дала себе обещание: когда я вырасту, стану богатой, исполню их мечты, чтобы они больше никогда ни в чем не нуждались. Я куплю им просторный, крепкий дом, увезу на море в Сулане, где они смогут по-настоящему отдохнуть. Но, несмотря на бедность, я была счастлива. В нашем доме никогда не звучали осуждающие слова. Мне позволяли быть собой. Возможно, именно поэтому я выросла общительной и открытой. Когда начался подростковый период, я стала настоящей бунтаркой, заводилой и душой компании. Вокруг меня всегда было много людей, особенно парней, интересных, симпатичных, но ни один из них не был тем самым. Мне хотелось любви, как у моих родителей, идеальной, настоящей. В нашем доме не было криков, ссор, скандалов, только гармония. Поэтому я постоянно фантазирую о любви в своей жизни, ведь я мечтаю влюбиться раз и навсегда. Мои родители часто брали меня с собой на работу. Они гордились тем, чем занимались, но иногда мне казалось, что я вижу больше, чем должна. В лаборатории были вещи, о которых я не хотела бы знать. Жуткие, неприятные. Если бы я могла, я бы стерла эти воспоминания. Теперь в каждой странной детали я вижу что-то отвратительное. Остатки еды в раковине вызывают у меня тошноту. Неприятный запах заставляет сердце биться быстрее от паники, а клубки пыли в углу вызывают иррациональный страх. Вдруг они оживут, превратятся в червей, заползут в ухо или чего хуже. Так я стала привередливой. И побочным эффектом моей привередливости стала чистоплотность. Каждая мелочь должна быть идеальной. Чистая, аккуратно подобранная одежда с приятным запахом. Обязательный душ – ритуал, который нельзя пропускать. Мне страшно, что кто-то почувствует от меня запах пота и подумает, что я бедная, грязная. Да, я стесняюсь своей бедности и делаю все, чтобы никто этого не заметил. Ведь родители с детства учили меня: главное, как ты выглядишь. Когда я окончила школу, они отправились в командировку. «Важная миссия», — сказали они. Ничто не предвещало беды. Если бы я знала, что случится потом, я бы все сделала, чтобы они не уезжали. Я чмокнула мамочку и папу перед выходом, пошла поела вегетарианский хот-дог в лепешке и легла спать. На следующее утро я наслаждалась одиночеством. Сидела во дворике с чашечкой кофе, работала над статьями для блога, слушала любимые песни. Мне никто не мешал, я могла сосредоточиться. В тот день я чувствовала себя великим писателем. Это было блаженство. Так и просидела до самой темноты. Желудок уже сосало от голода, и я пошла в дом. Небо нахмурилось и тихо заплакало мелким дождем. Я зашла в дом и поняла, что родители так и не позвонили. Решила набрать сама. Гудки. 1, 2, 3. Никакого ответа. Странное беспокойство закралось в сердце, но я отмахнулась от него. Села ужинать томатным супом, оставленный мамой. Тепло разлилось внутри, а дождь за окном убаюкивал. Хоть тревога подутихла, но до конца не отпускала. Полночи я не могла сомкнуть глаз. Уснула только к утру. 7 утра. Стук в дверь.
За дверью стояла женщина в военной форме. Я знала ее. Она коллега моих родителей. Мне очень жаль, Морена, твоих родителей больше нет. Их убило материнское растение. Она говорила что-то еще, но я уже не слышала. В ушах звенело, перед глазами все плыло, а потом темнота. Когда я пришла в себя, она сидела рядом. Так как ты уже совершеннолетняя, тебе не нужен опекун. Я понимаю, что ты только закончила школу и не готова к самостоятельной жизни. Но мы всем коллективом поможем тебе вступить в наследство и первое время будем навещать. Поможем найти работу, раз у тебя не получилось поступить в университет. Мне было плевать, что она говорит, какая работа, какой универ, какое наследство. Я что, больше никогда не увижу мамочку и папу? Все, что от них осталось, это немного одежды и порция томатного супа. Я не могла этого вынести. Мои самые прекрасные на свете родители умерли. Я не услышу больше мамин смех, не почувствую папиных крепких объятий. А как же моя мечта купить дом и показать море? Мы столько еще не сделали. У нас было так много планов. А как же моя будущая свадьба? Они что, на нее не придут? А внуки? Они не поцелуют в лоб моих детей, когда те появятся на свет? Не почитают им книги перед сном? Не научат кататься на велосипеде, как когда-то учили меня? Целый год я пыталась выжить в этом кошмаре. В итоге продала наш старый дом и уехала. Денег, вырученных от продажи дома, оказалось совсем немного. Их хватило только на билет, первые дни аренды жилья и немного еды на первое время. Я знала, что долго на эти деньги не протяну. Уехала я в город любви, в Сьюдад-Энамораду. Я нашла комнату в большой квартире. Куда идти работать я не знала и решила пойти познакомиться с соседями, но не с теми, кто жили в моей квартире. Они оказались не самыми приятными людьми и явно не заинтересованными в том, чтобы оказать мне помощь. Поэтому я решила искать поддержки в других местах. Я побрела в соседний пентхаус. Там жила Кристина, женщина с утонченными манерами и уверенным взглядом. Мы быстро нашли общий язык, и оказалось, что она занимает высокую должность в брачном агентстве. Ее работа заключалась в том, чтобы сводить богатых клиентов. И, к счастью для меня, один из них владел ночным клубом и как раз искал бармена. Кристина пообещала узнать, актуальна ли еще эта вакансия. Сколько ждать звонка от нее, я не знала. Мне нужно было срочно найти хоть какую-нибудь работу на первое время. Судьба улыбнулась мне в самый неожиданный момент. Во время прогулки по городу я случайно встретила знакомое лицо. Эта девушка точно из Стрэнджервилля. Но где же я ее видела? И тут меня осенило. Она была на фото, которое висело у нас дома. Как оказалось, она старшая дочь маминой подруги, с которой они перестали общаться еще в мои детские годы. Эта девушка была старше меня лет на 5 примерно. Я рискнула и подошла к ней. К счастью, она меня узнала. Честно, я была рада этому, так как чувствовала себя безумно одиноко в этом новом для меня городе. Разговорившись, я узнала, что у нее свой небольшой бизнес. Она занималась производством домашнего варенья, молока и других фермерских продуктов. Работы у нее было много, и она предложила мне место промоутера. Моя задача заключалась в том, чтобы каждое утро забирать у нее продукцию, затем отправляться в парк и угощать ею местных жителей. Работа была не слишком престижной, но других вариантов у меня не было. И я согласилась. Когда Кристина позвонит, нужен ли там еще бармен, я не могла жить на одной надежде. Деньги в этом большом городе таяли из моих рук у меня на глазах, исчезая с пугающей скоростью, оставляя после себя лишь тревогу. Каждое утро я приезжала за товаром, брала коробки с банками варенья, бутылками молока и другими фермерскими вкусностями, а затем отправлялась в городской парк. Я улыбалась и рассказывала прохожим, что у нас натуральная продукция, раздавала дегустационные порции. В общем, старалась выглядеть жизнерадостной. Но внутри меня разрывали усталость и разочарование. Мне платили копейки, которых едва хватало на еду. Вечерами я возвращалась в свою съемную комнату,
падала на кровать, смотрела в потолок, размышляя о том, насколько жалкой оказалась моя жизнь. Разве ради этого я переехала в большой город? Разве я мечтала о том, чтобы целыми днями торчать в парке, впаривая людям баночки? Но я не могла позволить себе раскисать. Я начала искать плюсы, ведь эта работа – повод для знакомств. И однажды во время работы я заметила небольшую толпу. Люди толпились вокруг высокой блондинки Юдит Уорд, легендарная актриса. Ее знали все. И мне не нужно было смотреть фильмы, чтобы понимать, насколько она знаменита. Я видела, как люди тянутся к ней, как пресса ловит каждое ее слово, а фотографы не перестают щелкать камерами. В тот момент я поняла, что хочу быть в этом мире. Я хочу приблизиться к ней, посещать крутые вечеринки, дорогие дома, знать других знаменитостей, богатых и влиятельных людей. Хочу работать с ней. Кем пока не знаю. Ассистентом, фотографом, может даже менеджером или продюсером. Я взяла у нее автограф, потом я повешу его в своей комнате как напоминание о величии и что я могу быть рядом с ней, ведь теперь она моя цель. Теперь у меня была точка отсчета. Дни шли за днями. Одна дегустация сменяла другую. Через 2 недели Кристина наконец позвонила. Мне хотелось прыгать от радости, когда я услышала долгожданные слова. «Морена, сегодня у тебя первая смена в ночном клубе. Приходи к 8 вечера». Мне даже не нужно было никуда ехать. Клуб находился в соседнем здании от моего дома. Я быстро привела себя в порядок, выбрала наряд, который выглядел презентабельно, и отправилась на свою первую смену. Работа оказалась не такой уж легкой. Барменша, которая должна была меня обучать, оказалась женщиной лет 60. Она молча сунула мне потрепанную книгу с рецептами и указала на 2-й этаж. «Твоя зона там». В первую же ночь я разбила 2 бокала и испортила пару коктейлей. Но, к моему удивлению, мне заплатили больше, чем за работу промоутером. Я чувствовала себя выжатой как лимон, но счастливой. После смены уже на выходе я встретила Эрнеста, одного из своих соседей по квартире. Мы разговорились и решили сыграть настольную игру 18+, прямо в клубе. А потом все произошло так быстро. И вот наш первый поцелуй, а потом как по накатанной. Искра, буря, безумие, первый секс. Я правда влюбилась, как идиотка. Я думала, что это начало чего-то прекрасного. Я думала, что он тот самый. Как же я ошибалась. Барменша, которая занималась моим наставничеством и трудоустройством под руководством того самого неизвестного пока мне начальника, то есть клиента Кристины, через которую я нашла работу, отправила меня на курсы по смешиванию напитков. Теперь мой распорядок дня стал еще более безумным. Утром я проводила дегустации в парке, днем училась на курсах, а вечером работала барменом. На сон оставалось всего несколько часов, но я не жаловалась. Курсы вела подруга той самой Кристины и моего начальника. Это было ее хобби, поэтому она занималась этим бесплатно. Она не просто объясняла теорию, а действительно увлекала. С каждым уроком я понимала, что барное дело – это не просто работа, это искусство. Ее, кстати, звали Мэдалин. О, Мэдалин, моя милая Мэдалин.